Всем привет, с вами Феникс. Сегодня стартует новая серия по Manor Lords. Спасибо, что заглянул. Именно ты делаешь этот контент живым. Твои лайки, комментарии и подписки помогают мне создавать еще больше крутых видео. Это реально мотивирует. Подпишись на канал, если хочешь больше интересного контента. Твоя поддержка – это главный мой двигатель. Ну что, погнали? Так, ну что, ребятки, есть хорошая и плохая новость, даже две. Первая. У нас не записалась нормально прошлая серия, которую я для вас записывал. И получилось, давайте на паузу поставлю, получилось ну вот как-то так, как есть. То есть она есть, но нету на ней звука игры. Если вам зайдет такое, что я выложу без звука игры, а просто игра и голосом, я выложу серию. Пишите в описании, если такая вам серия нужна. А так вообще, что мы делали? У нас есть, посмотрите, 3 поля. Мы, кстати, пережили зиму, у нас тут был голодный период, я все это расскажу. Давайте потому, что мы сделали. У нас есть 3 поля. Одно поле пшеницы. Пшеницу мы засадили. Сделали мы поле одно льна и сделали одно поле ячменя, чтобы нам бухашку варить. То есть здесь где-то у нас найти его надо еще. А вот пивоварня. Сюда мы завозим то, что здесь вырастили, получается, ну и, соответственно, перевариваем все это и отвозим вот сюда. У нас тут есть малая корчма. Вот такое вот дело. Это то, что первое такое мы глобальное прям сделали, да? Что у нас делается дальше? Мы заложили, так сказать, камень. И мы делаем, помните, у нас была церковь в первых сериях, она была деревянная. Мы сейчас уже делаем каменную церковь. Вот она, родная наша, делается. Давайте я даже, наверное, поставлю на первую скорость, пусть потихоньку строит, я вам пока буду дальше рассказывать. Что мы еще сделали? Мы вот так вот очистили периметр, где наши ягодные кусты, и поставили еще одну вот заимку собирателя. Для чего? Потому что у нас кладовая продуктов заполнена, вот видите, заимка собирателей. Вот они уже собрали полностью ее. И у нас вот есть вторая заимка собирателей, куда они, в принципе, тоже заполнили уже. Но они, конечно, скоростные ребята. Ну, короче, 50 единиц у нас теперь и 50 единиц. А раньше было просто, короче, 50 единиц. То есть мы, по сути, в 2 раза больше можем хранить вот сейчас разово здесь продуктов. Соответственно, что мы сделали еще? Мы достроили нашу усадьбу. Кто в предыдущей серии смотрел, здесь мы занимаемся отсюда управлением города. Опять-таки был момент, мы делали неправильно, но потом, как оказалось, мне даже больше это нравится от ворота, мы сразу забыли поставить. Потом поставили, но теперь так интереснее, если будет возможность ставить вышки, поставим сюда так 2 вышки, которые будут все это дело обстреливать. Ну, что-то как-то будет поинтереснее, мне кажется. Если что, перенесем, не проблема. Что мы еще сделали? Вот еще очень важный момент. Мы, сколько, несколько домов построили, вот. Мы сделали ряд огромных, просто огромных хозяйств с огородами. Почему? У нас, если вы помните, так, давайте покажу. Если вы помните, очень плохая ситуация с землей для полей. Видите, у нас все желтое. Вот то, что было зеленое, я уже засадил. Вот оно. Так у нас вся карта красная, либо желтая. То есть у нас плохой урожай. Соответственно, мы можем только с помощью наших полей, с нашими огородами и там птицей домашней, мы можем с вами компенсировать нестачу. Вот такие вот огромные, по сути, огороды. Посмотрите на их размер, гляньте, какие огромные огороды. Вот огород, вот огород. Как это делать, я сегодня еще раз покажу. У нас, видите, есть маленькие домики без хозяйств. Мы второй уровень на них уже запускаем делать, да? Тут рядом корчма есть, и вот такие хозяйства с большими огородами. Там есть хитрость при планировании своя. Я вам сегодня это покажу, когда будем еще дальше расширяться. Лагерь лесорубов мы переносим вот сюда, для того, чтобы вот здесь можно было все вырубить. У нас сейчас проблема с бревнами. И у нас остается, но уже идет на улучшение, проблема с пищей. У нас еды 5 месяцев. То есть, видите, у нас пришло 4 человека, да, которые можем размещать, и у нас еды на 5 месяцев. У нас было, по-моему, на 3 месяца, даже чуть меньше уже еды зимой. Это было зимой, это было, конечно, жестковато. Я думал, мы не переживем зиму, и у нас там наступит голод, ну и все тому подобное. Так, давайте глянем по поводу амбара. Давайте еще одного человека на амбар поставим, для того, чтобы... Так, люди дополнительно...
Не будем мы сюда, короче, размещать пшеницу. Я потом сейчас дальше поясню почему. Не будем сюда это размещать и не будем сюда размещать ячмень. Не будем размещать ячмень сюда. Сюда будем скидывать, в принципе, все вот это, что у нас есть, включая хлеб. Не будем сюда мы делать муку, скидывать. И зерно скидывать сюда не будем. Вот в этот амбар мы это скидывать не будем. А почему? Смотрите, что мы сделаем. Мы сейчас вот здесь еще один построим склад. Здесь у нас поля находятся. Здесь у нас находится мельница. Вот здесь у нас находится большая общинная печь. Мы сейчас вот здесь построим еще один амбар, который будет чисто вот под эту территорию у нас, да. И давайте сразу заложим его. Пока я не забыл. Я такой парень, могу и забыть. Строительство. Строительство, логистика. Логистика нам нужна. Где тут у нас хранение? Хранение. Большая корчма. Нет, елки-моталки. Я уже позабывал даже начальные моменты. Логистика. Рынок нам не нужен. А вот амбар. Есть у нас вот он амбар. Я бы его прямо вот здесь разместил. Я думаю, было бы шикарно, конечно. Здесь его разместить поближе к полям. Нет, здесь, наверное, слишком близко. Место размещения. Ну, типа сюда, только давай его как-то повращаем, да? Ну, давай, давай. Не хочешь вращать? Повернуть. Ну, повернуть. А я ж... А, вот. Надо же зажимать. Сегодня у нас будет с вами такой момент. Да, вот мешает дорога. Вот там вот дорога, а она нам мешает. Мы сейчас ее снесем для того, чтобы мы вот здесь, я так думаю, вот здесь, да? Вот здесь поставили амбар. Вот эта дорога нам мешает. Вот это. Так, подскажите-ка, как нам дорогу снести, так как я дороги еще не сносил. Это для меня, так сказать, будет первый мой опыт. Это что такое? О, это украшение? Нет, мне нужно удаление. Да, вот дорога. Нам бы это дело удалить. Так, отмена. А вот это вот отмена, да? Как удалить, ребятки, кто знает? Подскажите, как удалить, елки-моталки. Так, точка соединения, альт, разместить точку дороги. Отмена, задать кривизну. А если альт? А ну-ка, давайте сейчас вот так вот сделаем. И как-то отменим, да? Блин, елки-палки. Не помню, как убирать, представляете? Постройки там понятно. Постройки-то понятно, как снести. Зашел там, вот, оба и снес. А дорогу как снести? Да, это, конечно, дело. Ладно, мы это дело еще посмотрим по поводу дороги. Вот житница, мы ее сносить, конечно же, не будем. А можно перенести? Я бы вот сюда перенес бы, точно. Ребятки, точно, посмотрите, что мы сейчас сделаем. Это хорошая мысль. Мы житницу переставим сюда. Получается, вот здесь, ой, не житницу, а мельницу. А вот сюда поставим амбар. Угу. Получается, привезли в житницу, перенесли в мельницу и отнесли в амбар. Все будет очень быстренько. Правильно? Я считаю, правильно. Ее можно только снести, да, получается? Ладно. Строим, получается, еще одну мельницу. А, мельницу тоже нельзя построить. Да что ты будешь делать? Дорога мешается все равно, да? Эффективность мельницы 94%. Нет доступа к дороге. А если вот эффективность мельницы... Не хочет. Ёлы-палы. Не хочет. Так, а если еще пойдем другим путем? Нам нужны, кроме мельницы, кроме житницы, еще печи нужны. Вот здесь я сделал печь. Думал для того, чтобы, знаете, отсюда люди брали, быстренько в амбар занесли. Хлеб готовый. И там начали заниматься. Кстати, давайте посмотрим, что у нас там дополнительно. Еду они, хлеб, да, могут нести сюда. Все отлично. Кладовая продуктов заполнена, я понимаю. Я понимаю. Сейчас мы еще один амбар сделаем и, наверное, туда разрешим. А нет, ну, в принципе, сюда все. Сносите сюда, короче. Сносите сюда все. Здесь мы сделаем еще одну общественную печь.
А тогда вот здесь поставим мы амбар. Вот здесь. Тоже типа будет рядом. А по поводу вот этой мельницы, возможно, и сюда даже перенесем. Давайте... Да, это, кстати, вариант. А потом я уже посмотрю, как это... Ну, давай. Не хочет тоже, да? Ну, здесь-то понятно, ты хочешь. Здесь-то понятно, и здесь понятно, что ты хочешь, да? Здесь тебе тоже маловато места, я понимаю. Если снести привязь для вала, вот здесь, я думаю, у тебя тоже места не будет хватать. Поэтому давай-ка поставим тебя вот здесь. Вот здесь, только не сюда, да? Вот так. Нет. Вот так. Вот так, только не так. Ну, поворачивайся, что ты, Лен? Крутилась, перестала крутиться. О! Вот так. Есть. Делаем следующее. Мы отсюда... Так, что у нас тут? Люди работают. Человека убираем. Тут ничего нет, у нас ни зерна, ничего нету, поэтому это мы просто сносим. Есть такое. Сюда мы прям ставим высший приоритет. Сюда заносим. А сюда, вот сюда, мы поставим сейчас с вами амбар еще один. Строительство. Где у нас логистика? Так, амбар. Вот он, амбар. О, подождите, а что он такой маленький? Амбар, склад. А, ну да, амбар. Такой мизерный получается. Да, можно поставить. Надо дождаться, пока это все уберут. Надо дождаться, пока это все добро уберут. И мы вот так вот с вами разместим амбарчик, да? Ну, вот так вот. Пока мы ждем, пока мы ждем. Все, с амбаром все окей. Сейчас отсюда быстренько это все дело разнесут. И мы здесь с вами, сорян, разместим амбар. Все, и здесь мы делаем печь. Общественная печь нам нужна еще одна. Общественная печь. О, так, у нас по еде пока более-менее все. Давайте сразу общественная печь. Где-то у нас было тут. Пункт погрузки, производство. Нет, это не тут. Это не тут. Где печка, а? Где у нас общественная с вами будет печь? Дом овцеводов, пастбище, житница. А вот она, общинная, вернее, не общественная, а общинная печь. Вот, общинная печь. Но бы подальше, то вдруг загорится эта печка и нам спалит нафиг наш. Так, амбар, мельница и сразу печь. Да, я думаю вот так вот поставить. Вы как думаете? Я вот так хочу поставить печь общинную. Все, общинная печь у нас еще одна есть. Она будет на будущее стоять. Мы делаем, давайте, самый низший приоритет. Она так вот строится, будет, когда будет свободное время. Здесь у нас припасы сейчас пока заберут. Мы потом поставим с вами амбар. Здесь у нас высший приоритет будет ставиться сейчас тоже. Есть. Ребята, посмотрите, что у нас появилось новое. У нас практически готова новенькая каменная церковь, которая даст нам возможность развивать дома уже до 3-го, если не ошибаюсь, там уровня, да? Практически готово. Чуть-чуть осталось. Посмотрите на это. Что означает, когда есть камень? И в прошлой серии я вам забыл очень главную вещь сказать. В прошлой серии мы захватили еще одну территорию. Но тут еще ничего не построено. Вот наша еще одна территория. Ничего не построено. Будем расширяться. Может быть в этой серии, может быть в другой серии. Не могу подсказать. Точно, если успеем в этой. Почему не подскажу? Потому что наша задача в этой серии это масштабироваться. Масштабироваться в тех рамках, которые мы есть, чтобы у нас не было вообще вопросов с провизией, вообще вопросов с обогревом. Даже при вот этих скудных ресурсах по пшенице, ну это реально скудно очень, 3 поля, нам придется ее экспортировать. Притом при всем, что с той части территории там такая же беда с полями. То есть там тоже не получится нормально делать.
Так, пункт со скотом, да, у нас. Присоединились родные к поселенцу. Большой склад, 2 человека работает, нормально. На амбаре 2 человека работает. Мы, наверное, сделаем амбар 1 человек. И тот амбар еще сделаем 1 человек. Да, я думаю, это, наверное, будет правильно. Ну, давайте посмотрим, огороды наши большие растут. Растут и развиваются вместе. Это, конечно, не может не радовать. Посмотрим, посмотрим, как оно будет двигаться у нас дальше с вами. Да, огороды, конечно, большие. Это, конечно, классно. Так, и у нас, так как придется вопрос еды мне изучить более детально, чтобы не было таких у нас, как в дальнейшем, да, проблем по еде. Как вот было у нас этой зимой, которую серию не заснял, да, не получилось. Чтобы не было у нас проблем, придется изучить вопрос детально мне по еде и, конечно же, снять гайд, чтобы вы не сделали таких же ошибок, как делал я. Возможно, делал до сих пор, а какие-то не осознаю. Есть. У нас перенесли вертляную мельницу. Добавляем сюда человека еще одного. Кстати, мы ввозим, смотрите, пшеницу. Пока здесь 0. Но мы ее ввозим. Для того, чтобы делать и еще раз делать. Так, общественную печь я уже говорил. За амбар, да, мы тоже сделаем все. Сейчас они это дело заберут. Припасы. Так, всегда показывать вкладку постройки. Я понял. Заберите их, пожалуйста, кто-нибудь отсюда. Нам здесь надо амбар сделать. Так, что у нас по полям? Поля у нас растут, все нормально. А по людям житницы у нас тут 5 человек. Вот, кстати, такой вопрос. Я думаю, нам сразу сейчас они не нужны, наверное, да, пока у нас нет уборочного. Сейчас май месяц. Давайте я, наверное, оставлю вот там 3 человека. Я не вижу смысла. Это когда будет уборочная, потом посевная. Да, сюда надо там напихать кучу людей. А сейчас, ну, смысл их держать. Чтобы просто были. Ну, колодец, строительство завершено. Да, мы хотели колодец построить вот здесь. Тоже вам не рассказал. Вот здесь вот колодец строили. Для того, что когда вот здесь мы будем расширяться в эту сторону, жителям тоже было что пить, и они не собирались, так скажем, в очередь возле колодца, да? Они сейчас подходят, и получается, пока нам хватает колодцев, все окей. Но со временем жителей будет все больше и больше, а места свободного все меньше и меньше. Чтобы они в очереди не стояли, будем делать как можно больше. Лагерь лесоруба тоже уже готов. Давайте отправим людей в лагерь лесоруба. Вот, перенесли мы лагерь лесоруба. И сюда закинем, давайте 2 лесорубов. Пусть работают. Пусть рубят наши лесорубы. Со временем и его, конечно, придется перенести. И у нас есть лагерь, если помните, лесника, сторожка лесника. Здесь мы как бы тоже работаем, мы вот сажаем новые деревья. То есть они пока вырастут, но на это нужно время. Есть такое. И второй лагерь лесоруба у нас находится с вами... Находился где-то здесь, но я его, наверное, тоже перенес, уже забыл даже. Да, вот, остались припасы от него. 10 деревьев. Тоже мы его перенесли. Так, все таскают, все возят. А это у нас, я так понимаю, везут. Да, это у нас продают доски и завозят пшеницу. Все, я понял. Везут, ребята, везут. Ну, пусть везут. Отсюда, конечно, никто ничего пока не забирает. Давайте я еще раз попробую. Ну, наверное, не получится сейчас, пока это не заберут, построить еще один амбар, который я хочу сделать. Так, давайте логистику. Логистика, амбар. О, подождите, где-то только что была возможность. Или мне показалось? Или мне показалось? Нет, не было возможности. Хочу сюда амбар втулить. Вот конкретно именно сюда. Нет доступа к дороге. Не могу из-за вот этих вот бревен. Елки-палки. Как бы их никак нельзя вот, прям на них сакцентировать внимание. Где этот вол, который перевозит у нас бревна? Дайте нам какого-нибудь вола. Не вижу ни одного. Так, что у нас по идее? Еда, кстати, не растет. Но пока еще особо расти-то нечего. Сезон, уборочный сезон не начался еще, да? 10 камня. Нужно и
10 камня и доски нужны. У нас и так 3 вала уже тягают вовсю. У нас и так 3 вала. Что у нас? Бревен 21 бревно. Досок 400 штук. Прикиньте, 400. Мы их продаем, но, наверное, мало. Наверное, мало. Из досок, в принципе, можно делать еще... Так, кстати, надо, наверное, делать луки. У нас много досок, и у нас нет луков. Что у нас тут? Куры. Куры нас вообще капитально выручили. Я много где наладил, скажем так, курятники во многих хозяйствах. Они нас реально выкормили. Строительство завершено. Лагерь лесоруба очередной. Где он? Где он, лагерь лесоруба? Который мы перенесли. Ну, это лесорубы и работают. Все, ну окей, молодцы. Где еще? Тут так все и забито. Ну, не до конца. Смотрите, 47 уже из 50, да? 48. Ну, могут пробовать дополнительно. Да. Так, Вол, вот там ты, я видишь, тянешь бревно. На пильную яму ты тянешь бревно. А не где ты, ну не можешь тебя конкретно, тебя вот назначить. А, я зону могу, по-моему, разместить, да? Вот 2 штуки, они отсюда, короче, тянут все. Тут 7 штук осталось. Ладно, не будем их сильно беспокоить. Пусть они растянут, везде все загрузят. Вот смотрите. Они по кругу сейчас тягают. Мы там снесли лагерь лесоруба, и вот они по кругу сейчас будут таскать на стройку бревна, да, и там, где пильная у нас яма. Вот у нас пильная яма, сейчас ее будут тоже... Ой, сори, вот пильная яма. Вот у нас тут одно всего бревно, а могут сюда как бы гораздо больше. Назначить погонщика скота можно сюда, чтобы ускорить процесс. Ну вот они поперли сюда. И одно, наверное, бревно, а второе нет, второе какое-то рядом повезут. А, и второе, ну да, вот они запас. И поехали дальше бревна забирать, отлично. Все, пусть они здесь работают, я их здесь беспокоить не буду. Меня интересует, кстати, у нас в прошлой серии был пожар. У нас сгорела сапожная мастерская. Вот это вот. Выгорела полностью. Тоже как бы такой нюанс, который не видели. А, вот и еще. Мы построили вот такой вот маленький квартал, наверное, да, так скажем. И вот тоже большой огород сделали. Ну, посмотрим. Доступа к воде у них проблема почему-то. Запас воды, запас всего. Проблем. Хотя вода, вот она, пожалуйста, вот он колодец. Почему мы размещаем колодцы вот в каких-то непонятных местах, да, а не разместить где-нибудь, ну вот здесь, скажем, да, вот здесь. Вот колодец ведь тоже есть. Потому что воду мы можем брать только на водоносных слоях, горизонтах, да, которые проходят так подводные реки, да, вот, и мы только там размещаем колодцы. Там у них какая-то есть нормальная эффективность. Так, ну я думаю, пора уже разместить еще несколько домиков. Тут у нас везде... А, нет, стоп, вот. Можем здесь сделать. Ага. Можем здесь сделать. Но я оставлял это дело под пивоварню. Чтобы здесь пивко-то варили нашим ребятам. Было такое, да. Надо, чтобы здесь эль варили. И вот я для этого здесь их оставлял. И одного назначить, чтобы делал луки, я хотел. Слишком низкий уровень хозяйства. Угу. Я понял, значит, надо до 2-го уровня улучшаем хозяйство, и тогда уже сделаем, ну, будем делать луки. Что нам нужно для того, чтобы хозяйство, запас одежды на рынке? Нам нужна одежда, льняная ткань и пряжа. Ну, ребята, это надо подождать. Их придется подождать. Льняная ткань и пряжа. Что у нас там на рынке вообще, да, с тканью? Проблемы полнейшие. Хозяйство номер 2 еду делает. Хозяйство номер 2 куры. Хозяйство номер 1 куры. Хозяйство номер... О, кстати, вот хозяйство номер 1 можно вот здесь вот. Слишком низкий уровень хозяйства. Ну как же ж низкий? Как же ж низкий, когда... Для этого 3-й уровень, да, надо уже.
А, елки-моталки. Я ж не улучшаю. Улучшить до 2 уровня. Все, есть такое дело. И улучшить до 2 уровня хозяйства. Улучшаем до 2 уровня хозяйства. И пока ждем, пока улучшит, да? А это уже 2 уровня, я понял. Сейчас будет улучшение до 2 уровня, и тогда мы сможем уже поставить здесь лучников. То есть луки, чтобы делали, а эти там 2 посмотрим. Возможно, пивоварню, возможно, еще что-нибудь, пекарню. Ну, надо разбираться. Но опять-таки у нас пока еда не увеличивается. Причина очень простая, потому что мы не завозим сейчас еду в том количестве, которое нам нужна. Вот здесь у нас находится с вами лагерь охотников. 2 работают. Да, люди 2 работают. Ну, посмотрим. У нас тут сколько? 10. Да, вот. Минимум стоит. Они, получается, сейчас не ловят ничего. И, соответственно, ничего не производят. Так, что у нас тут по бревнам? По бревнам вот здесь у нас 7 штук было, по-моему, да? Сейчас 3 штуки, отлично. Они сейчас быстренько вывезут эти бревна и заберут эти бревна. И здесь мы воткнем тогда общинная печь. Ну, я не буду пока ставить человека, смысла нет. Здесь у нас пока мельница стоит, человек ничего он особо не делает. Кладовая заполнена. Я бы с удовольствием тебе бы помог бы, расширил бы как-нибудь. Ограничить зону. Вы и так по одному человеку здесь работаете. Ребят, ну, не могу, пока не могу. Все, так, все, тут у нас окей, все нормально, тут у нас нормально. Да, вот тянут бревна. И я предлагаю еще одно хозяйство сделать, вот такого плана, большое. Сейчас глянем наши животные. Да, вот, к примеру, вот здесь попытаемся. Что нам тут? Дорогу можно проложить рядом с полем? Да, дорогу можно проложить рядом с полем. И даже, наверное, вот так вот вокруг поля можно. Вот так вот. Есть. Проложили дорогу. Дорога у нас еще есть вот здесь. Вот, вот так вот. Супер. Вот здесь я предлагаю еще сделать, разместить одно хозяйство. Хозяйство, хозяйство, хозяйство. Так, сейчас. Сейчас. Как говорится, надо, чтобы было все по фэншую. Не по фэншую, понял. Вот отсюда надо. Опять не по фэншую, да что такое? Значит, отсюда. Во. Раз. Даже, наверное, вот так. Раз. Получается вот так вот. Вот так вот 2. Ну и вот так вот получается 3. Все, по фэншую. Вода у нас тут есть. Тут есть. И вот сюда сейчас разместим часть домиков. Что мы делаем? Мы берем. Попробуем сделать, как говорится, красиво. Не факт, что получится. Не всегда получается, но попытаемся. Пытаемся сделать такой небольшой целый квартал. Или квартал, как оно правильно, не знаю. Для этого мы размещаем 6 домов. Сколько тут можно будет разместить? Подождите, что я творю? Ну, типа вот так, да? 4. Ну, тоже, кстати, можно. Сейчас давайте сделаем с 4. 4 либо 6 можно. Давайте сделаем 4. Размещаем 4. Типа 4. Есть такое дело. Теперь берем, пока они тут ничего не начали вести, делаем сразу очень низкие, то есть они начнут строиться сразу же. Кстати, на паузу поставить, чем мы морочим голову. Разместили 4 мы подворья. Неправильно я сделал. Неправильно снести. Снести. Неправильно я сделал. Я хотел сделать по-другому. Ну, факт в том, что земля уже под них заведена. Сейчас мы то же самое, в принципе, и сделаем. Размещаем. Размещаем вот так. Вот так. Ну, есть.
Где у нас тут дорога? Давайте. Вот так, да? И вот так. Уменьшаем количество до 3. Угу. Есть. Типа строим. Средние мы убираем. Снести. Это подворье есть. Это подворье есть. Так, что я... Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Как же я хотел, а? Как-то я хотел, чтобы получился... Как-то я хотел, чтобы получился у меня большой огород. А, все, ребятки. Дубль 3, я вспомнил. Смотрите. Эту схему я видел не сам, честно, откровенно говоря. Где-то я ее встречал. Берем яму для трупов. Размещаем. Так, она вот так, наверное, будет размещаться, да, получается? Не хочет по-хорошему, да, по-красивому делаться. Ну, давайте разместим так. Есть. Размещаем. И здесь тоже размещаем. Разместили ямы для трупов. Да, не хочет, видите, красота не хочет размещаться. Ёлки-палки, не хочет красота размещаться. Хотел красиво сделать, но оно не хочет. По красоте, ну прям ни в какую. Ладно, подожди. Мы сюда к этой точке вернемся. Уверен, она нам и будет нужна для каких-то производственных нужд. Тогда мы не в этой точке разместим просто. Чтобы можно было аккуратненько сделать. Мне не нравится внешний вид, как там смотрится, ну вообще жесть. Вот сюда мы будем размещаться, в эту сторону. Так, сделаем давайте дорогу, во-первых. Почему не хочет дорогу делать? Ну, сюда, значит, хочет, сюда не хочет. Что это такое? Вот так, да? Ну ладно. Так, так, так. Ну и, наверное, вот так пусть будет ровно. Оно ровно вообще? Нет, оно не ровно. Ну вот как-то вот до сюда, наверное, да? Потом все равно вот это дело уберут. Не, ну не очень. Ладно, вот так пусть будет. Вот так. И почему? Почему в самом конце оно делаться и не хочет? Ну и вот так. Все. Есть. Дорогу сделали. Тут, конечно, будет чуть по-другому, но сейчас глянем. Сейчас посмотрим. Теперь берем яму для трупов. Она нам нужна чисто для разметки. Делаем, давайте, дорога, где была ровная дорога? Вот была относительно ровная, да, дорога? Но оно, видите, тоже в разворот получится, да? Вот так вот, то, чтобы ровно, она была бы вот так. Елки-моталки. Ну, давайте продолжим. Вот так вот выравнивать. По фэншую. Раз. Яма для трупов 1, яма для трупов 2, яма для трупов будет 3. Вот это будет, наверное, первый такой жилой квартал, который будет стоять по фэншую. 4. Вот, у нас есть 4 ямы для трупов. Мы теперь сносим все это добро. Снести. Снести. Вот сюда мы ставим дома, смотрите. Домики. Жилые помещения, да? Где тут можно, чтобы ставилось? Давайте наоборот. Вот отсюда до сюда, отсюда до сюда. Раз, два, три, 4, 5, 6. Да, окей, нормально. Ставим. Уменьшаем количество до 1, 2, 3, 4. До 4 штук. А еще лучше, наверное, до 3. До 3 давайте. У нас получилось 3,
типа домика. Строимся. Нажимаем построить. Берем средний, сносим его нафиг. Снесли. Теперь берем эти ямы, сносим их. Территория-то у нас уже зачищена под них. Сносим. И теперь строим вот здесь вот хозяйство, но с вот этим вот забором под огороды. Забором территории. То есть берем теперь домик. 2 точки. Так. Докуда? Ну, вот единственное, вот. Давай. Вот видите, не хочет он тут, ругается. 3-ю точку ставить не хочет. Так, ладно, указать границы хозяйства, да? Это будем сейчас мы... Точка соединения дороги, понятно, место. Елки-моталки, как же тебя... Видите, не хочет цепляться. Сейчас поставить 3-ю точку, он будет теперь 4-ю ждать. Вот это такой единственный момент. Я еще не разобрался, как мне сделать красиво. Потому что сейчас сделаю здесь огород, но он в сторону уходит. Фиг знает куда. Но это не дело будет. Давайте чуть меньше, значит. И хочу ровнее. Вот, чтобы здесь не прыгало. Давайте, ладно. Убедил, блин. Давайте сделаем вот так. Ага, оп. Он предлагает вообще вот такой вот огород делать. Такого типа. Огромный прям. Нет, такого мы не будем делать. Мы сделаем вот 2 хозяйства, да? Вот так вот можно сделать, да? 2 хозяйства. Типа на 2 хозяйства. Ну, не совсем идеально ровно, как бы мне было интересно, конечно, сделать. Не идеально. Ну, смысл вы поняли, да? Есть, делаем. И здесь сделаем одно хозяйство. Можем сделать на одно хозяйство? Да, вот, пожалуйста, у нас получилось одно здоровенное хозяйство. Вот его мы сделаем как раз под под огороды. Есть. Это будет еще один огород. Вот эту полосу. Единственное, что мне не нравится. Но я пока, честно говоря, не научился переносить. Научусь. Так, ладно. Итак. А здесь, кстати, можно вот так вот снести. Здесь мы оставим одно хозяйство, а здесь можно для экономии места. Давайте я вот здесь поставлю высший приоритет. Пусть строит как можно быстрее, чтобы мы могли построить с вами огород. Пока еще позволяет нас май месяц. А сюда мы делаем следующее. Мы, получается, берем... Вот здесь у нас дорога, да? Сейчас. И делаем тут... Не так даже, а вот так, наверное, да? Эх, такое будет хозяйство неудобное, конечно. Вот здесь вот можно сделать несколько хозяйств. А именно 3. Чик. Нет, 3, давайте 2 потом поставим. Просто возьмем и уменьшим. Оп. 2 хозяйства. Дорогу немножко обернем. И будет нормально. А здесь, кстати, в этом кусочке можно поставить рынок. Можно палатку рыночную поставить. Как в виде импровизации. Ну, все. Это, получается, дело мы с вами оставляем на среднем уровне, пусть будет. Ну, а это нам не горит, пусть будет на низком уровне это. И на низком уровне пусть будет вот это. Эту часть мы сделаем на максимально высоком уровне, для того, чтобы быстренько поставить большой огород. По идее, этот огород и будет вот эту часть всю эту выкармливать. По идее. Ну, посмотрим. Как оно, конечно, будет. Так, погнали. А то я на паузе все зацепил. Что у нас тут по бревнам? Вы убрали их? 3 бревна так и осталось, да? Ну ладно, подождем. Да, вот смотрите, уже 6. 6 месяцев. У нас уже еды на 6 месяцев есть. Отлично. Это прям не может не радовать. Сегодня мы максимально будем масштабироваться, насколько нам хватит с вами сил. Да, что у нас тут? Фактория торговая. Факторию, кстати, я тоже бы перенес. Мне не нравится место фактории, что здесь находится. И перенес бы я ее где-нибудь вот поближе к амбарам, вот сюда где-нибудь бы тоже. Ну, посмотрим. Так, хозяйство 2-го уровня у нас куры есть. Хозяйство 2-го уровня у нас есть. Пивоварня. Я не знаю, хватит ли одной пивоварни или надо еще одну пивоварню будет.
Вот этого я, конечно, не знаю. Кузнец у нас тоже есть. А что у нас может делать кузнец наш? Дополнительно, да, он у нас будет делать копья, когда появится металл, а металл у нас появится. Напоминаю, у нас вот там вот, на той территории, у нас есть залежи металла. Вот они. Богатая залежь металла есть, руды. Угу. Так, есть такой. Но когда же вы сюда бревна-то заберете, ребята? Давайте еще ускорим процесс, чтобы они все бревна эти забрали наконец-то. Чтобы они забрали наконец отсюда бревна. И здесь у нас идет апгрейд полным, так сказать, ходом. Полным ходом. Я убрал десятину церковную, которую ставил до этого, для того, чтобы еды было как можно больше оставалось. Как у нас будет здесь, вот опять у нас еды меньше стало, видите, 5 месяцев. Но у нас сейчас май месяц, мы только выживаем за то, что собираем. Хозяйство номер 2, строительство завершено, отлично. Что можно делать? Мастерская плотника можем делать. Можно делать кузнечную мастерскую, да, можно делать пивоварню L. И можно портняжную делать. Давайте, наверное, портняжную сделаем. Давайте сделаем портняжку. Все, есть портняжная мастерская. У нас ее, по-моему, одна, да, есть. Всего лишь. Где-то здесь, по-моему, была портняжная мастерская. Теперь будет 2 мастерских портняжных. Соответственно, можно будет потом в дальнейшем одежду продавать. И самое главное, отшиваться будет для всех. А с этой посмотрим. Есть, построят они сейчас ее и придумаем, на что его. На что нам ее потом девать. Так, сейчас давайте здесь, что у нас здесь есть. Первое, что мы делаем, это под огороды пускаем это дело. Пусть делаются огороды, это в первую очередь. И второе, мы ее потом еще посмотрим, может подселим кого-нибудь. Так, а что здесь лагерь лесоруба? Опять у нас переполнены, да, вот ягоды переполнены. Ну, сейчас увидим. Ягоды-тыгоды. Все, подселяем еще сюда человечка. Здесь начали строить и, соответственно, начали строить сразу здесь. У нас уже июнь. Июнь месяц. Что у нас тут по урожаю? Урожай у нас готов практически. Здесь аналогично. И здесь у нас урожай, ну, тоже уже плюс-минус скоро будет готов. Так, вы эти бревна несчастные заберете, пока еще урожай, а? Готов. Или они хотят, чтобы мы здесь что-нибудь построили, вот здесь вот, да, наверное, домики построили, для того, чтобы отсюда бревна типа забрать сюда. Да, строительство завершено очередного хозяйства. Что у нас по еде? По еде на 6 месяцев еды. А вот валы, смотрите, потопали. Потопали валы, наверное, забирать, да? Ну, только он куда-то поехал в лес. Ты не в лес езжай, ты туда езжай. Дорогой, еще один побежал. Давайте, заберите там уже наконец. Заберите там уже наконец. А мы пока вместе посмотрим, что мы еще можем сделать. Мы можем с вами поторговать пока не будем. Торговлю. Пункт по торговле с котом. Либо факторию. Поставить может факту. Кстати, у нас вот здесь вот дорога. Я хотел вообще факторию ставить аж вот там вверху. Насколько правильно ее поставить вот здесь где-нибудь, факторию? Ну, даже вот здесь, вот где я мерил, вот здесь, да, факторию поставить. Не знаю, тут у нас как бы и склад здесь находится. Не знаю. Хозяйство первого уровня готово, отлично. Вот этого момента я не знаю. Мастерская красильщика у нас есть. Ткацкая мастерская есть, кстати. Сыромятню мы построили, а вот ткацкую мастерскую мы и не делали. Кстати, насчет ткацкой мастерской. У нас есть вот здесь, да, ткацкие мастерские, портняжная. А, это портняжная, а это как раз из чего будут делать. Я вас понял. Ну что ж, ну это тоже нам необходимо. Конечно же необходимо. Так, у нас склад вот здесь.
То есть делать надо где-то вот здесь недалеко, да? Например, даже вот здесь. Вот здесь мы и сделаем ее. Торопиться нет смысла, пусть будет средняя, стандартная. Так, есть такое дело. Ткацкая мастерская и мастерская красильщика. Ягоды в краски переводит. Ну вот как раз сбор ягод. Вот он, сбор ягод. Соответственно, вот здесь где-то можно и поставить мастерскую красильщика. Это у нас что? Тут пустое место, да? Возле церкви. Церковь, да, пустое место. А ну, нельзя повернуть? Почему дорога не дает? Ну ладно, мы тут какую-нибудь красоту потом влепим. Мастерская красильщика у нас, ну, будет здесь тогда. Все, пусть будет здесь мастерская красильщика, значит. Главное, все это потом не забыть, где я размещаю. Довольно разбросано все, но как-то так. Так, большой склад. Ну, посмотрим, ладно, посмотрим. Прибыла новая семья, отлично. Стройте, стройте. Новая семья, это хорошо. Что тут у нас? Одно бревно осталось уже несчастное. Давайте уже быстрее. Давайте уже быстрее. Вот как раз и огород. Вот. Вот он наш большой огород, который мы сделали, да? Да, а вот они домики, которые поменьше. Ну, мы можем сейчас поставить типа до второго уровня их сразу. Загнать. Есть, есть. До второго уровня. Пусть тоже строятся. Заодно они израсходуют, получается, бревна. Отсюда. Соль, залежи соли, они не убывают, но мы пока их не выбираем. Пусть остаются пока. Так, это мы подождем еще. Нам нужен запас. Пока ждем запас еды на рынке. Можно здесь поставить еще один лоток типа рыночников. Вот здесь поставить, чтобы они были, да? Вот этот рынок можно удалить отсюда. Снести, наверное, он нафиг не нужен. Снести. Вот этот кусочек здесь пока стоит. Но, в принципе, можно рыночника поставить где-нибудь еще а-ля вот здесь, к примеру. Вот сюда поставить еще один кусочек. Давайте он. Тут все забито, а есть обувь, да, у нас. Одежда есть. Ларек с едой есть. Мы сюда больше уходим. Я предлагаю вот сюда еще воткнуть. Маленький типа мини-рынок будет, да? Печь для обжига, где у нас тут торговля? Фактория, пункт торговли с котом. Так. Где наш рынок? Где наш рынок? Логистика. Склад вижу. О, рынок. Вот тут у нас кусочек есть. Вот здесь я предлагаю и сделать наш мини-рынок. Ну, давай. А что такое? Так, ну-ка. Может. Да, вот видите, небольшой можно сделать рыночек. Все отлично. Все, здесь тоже будет мини-рынок. Как раз рядом домики, рядом склад. Тоже сможем по мелочи что-то размещать недалеко. Все, и место мы здесь как раз тоже заняли. Тут у нас сыромятня находится с вами. Ее оставим, да? И дальше посмотрим. Так, смотрим. Смотрим по бревнам. Что тут наши бревна? Все, бревна забрали. Ангар, получается, мы здесь сможем сейчас поставить. Ангар, амбар. Амбар. Все, супер, амбар мы здесь тогда и оставляем. Вот так вот. Есть и амбар. Мы давайте ставим на высокий уровень, высший уровень. Создание ларьков с этого амбара мы, наверное, уберем полностью. То есть этот амбар не будет ларек делать никакой. Пусть ставит, мы потом сюда ограничения сделаем. Так, есть. Ларек нам тут амбар делать не будет, но он нам не нужен просто-напросто. Мы, если нужно будет, тогда поставим.
Там будет храниться только то, что вот... Так, рабочая зона. Чё пишут? Ругается что-то. Работник не мог найти рабочий... А, все выбрали. Все выбрали, я понял. Ну, занимайтесь огородами. У вас огород один тут. Занимайтесь, значит, огородами. У нас июль месяц. Июнь-июль месяц уже. Ну, давайте, стройте. Я все-таки на ягоды тоже разрешу складировать, потому что они быстро, как бы, быстро складируются. Да, уже почти все дозрело, доспело у нас. Поэтому сейчас пусть они достраивают. У нас 5 строителей есть. Пусть вопросом этим занимаются, значит. Итак, что у нас? 8 месяцев еды, да? У нас, видите, по идее тоже дела немножко пошли на лад. По деньгам у нас все так и стоит, как и раньше стояло, особо не приближаемся. Но мы и продаем, и привозим, и увозим, да, скажем так. Но у нас пойдут скоро огороды. У нас пойдут хозяйства, здесь огородные наши. То есть будет капуста, вот уже кое-где там растет, вырастает у кого-то. Здесь еще не успела она вырасти, ну... Пусть занимаются, я думаю так. Давайте, достройте, я хочу настроить этот амбар сейчас. Вот, 7 месяцев, отлично, уже еды на 7 месяцев есть. А что у нас по еде, кстати, есть? У нас было мясо, у нас много яиц, яиц-ягод, у нас есть яйца, но у нас немножко хлеба было раньше. Сейчас хлеб съели, но у нас хлеб появится ближе к зиме. Мы сейчас начнем это все дело перерабатывать, пшеница. И тут у нас, по-моему, пшеница, да? Ну да, мы переработаем все пшеницу, и потом все это дело пойдет в хлеб. И, соответственно, на хранение. Угу. Да-да-да, есть, амбар готов. Амбар готов, сюда сразу назначаем человечка в амбар. Сразу смотрим, мы убираем отсюда возможность вот этого складирования всего добра полностью. Оставим ягоды, оставляем ячмень, пшеницу оставим, рожь оставляем. Соответственно, зерно можно, муку, вот это дело мы убираем. И это мы дело убираем. Все. Здесь даже хлеб нельзя будет складировать. То есть хлеб они будут носить покаместь туда. Ну, сюда вот покаместь ничего не будет, да? Все. Культуры вот эти. И улучшение амбара у нас до большого амбара будет. Давайте сразу нажмем улучшить. Все, пусть увеличивает объемы по амбару. Супер. В принципе, у нас одна единственная точка, куда можно муку тягать. Здесь у нас, соответственно, кто муку только может перерабатывать. Здесь у нас валы, пильная яма. Сейчас в сентябре, наверное, вот эти ребята начнут заниматься там дальше. Отлично. 7 месяцев мы уже точно переживем зиму. Вопросов уже не будет никаких с этим делом. Здесь у нас пока дрова есть, все отлично, все зажигают, скажем так, обжигают. Сторожка лесника у нас работает, тут тоже все хорошо. Почему этих людей? У нас есть 5 человек, которые не заняты из семьи. Я их почему не трогаю? Потому что сейчас у нас будет с вами сентябрь, и, соответственно, мы начнем уже уборочный сезон вот здесь вот, сентябрь-октябрь. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Так, амбаром занялись, молодцы. Амбаром занялись, молодцы. Так, смотрим. Давайте пройдемся, наверное, по нашему поселению. Глянем, что у нас тут получается в общем. На этой даже скорости. Так, давайте, наверное, начнем отсюда, с новых домов, и потопаем. Так, пешочком, где наши прогулочные черевички. Ну что, смотрим, что мы тут успели. Капустка на огороде растет, да? Потихонечку растет уже, это хорошо, значит будет в зиму капуста уже. Не так много, как хотелось бы, конечно. Это наши новые огороды, пока еще тут только, к сожалению, в процессе все это, наверное, не успеют, да, они это все обработать правильно. Ну, ладно, посмотрим, что будет на втором. Посмотрим, что у нас будет на второй год. Тут капуста у нас есть, тут тоже еще что-то не заселили. Фу, не засеяли, говорю. Тут у нас тоже что-то растет, непонятно что.
На буряк похож, да? Угу, так, понятно. Довольно много у них всякой работы. Возможно, просто не успевают. Возможно, из-за этого. Ну, посмотрим, посмотрим. Все будет видно, исходя... Это кто тут у нас так? А, это у нас Коля дровишки. Дровосек. Все будет видно, как я понимаю, исходя из того, в какой ситуации мы войдем в зиму. Скоро, в принципе, будет зима, скоро мы войдем в зиму. Это наш рынок. Посмотрите, у нас на рынке стало народу побольше уже. Кожу продают, да? Игра сохранена, отлично. Кожа, кожа, там еда, вон ягоды я вижу. Ой, ягоды, тыгоды. Вот она у нас еда. Оп, чувак так забрал что-то тут. Все, тут потихоньку занимаются, короче. Все потихоньку занимаются. Ну, хорошо, хорошо. Что я могу сказать? Молодцы. Молодцы. А что ты порожняком пошел? Ладно. Потихоньку процесс пошел. Потихоньку процесс у нас с вами идет. Ну и отлично. Да, это у нас более такой... Это, по-моему, каменный амбар строится, да? У нас больше тут места для хранения будет. Да. Уже практически поля наши... Поля практически тоже у нас поспели. Будем сейчас уже плюс-минус скоро убирать. Вот дожди, вот это плохо. Идут дожди сейчас. А дожди увеличивают скорость порчи урожая. Что тут высший приоритет? Давайте быстрее шевелитесь, ребятки. Потому что уже все, уже практически поле готово. Я потом всех вас кину на сбор урожая. Вот сколько тут есть строителей, все пойдете на сбор урожая. Поэтому вы тут давайте. Так, а указы? Указы, давайте, наверное... Сейчас соберем урожай, и я потом вот этот указ буду подписывать, чтобы увеличилось быстрее количество очки развития. Очки развития. У нас есть кое-что, да? Снятие шкур. Нам вот это на плуг, конечно, бы очко развития получить. Но это еще у нас будет все впереди. Так, ладно, я понял. Тянут бревно, фиг знает откуда, наверное, да? Тянут бревно, фиг знает откуда. У нас август месяц, сентябрь, октябрь будет момент сбора урожая. В принципе, у нас еще одно бревно, у нас еще один камень. Надо бы привезти или принести. Он вообще есть камень? У нас есть камень. Еще камень принести нужно будет, и можно будет продолжать дальше. Зимой будем в основном строить, наверное, усадьбу, таким заниматься строительством. Вот здесь, возможно, построим что-либо из нужного. И, наверное, сейчас они закончат здесь строительство. Еще бы нам, наверное, домики, да, построить до второго уровня попытаться. Вот эта часть не хочет развиваться упорно до второго уровня. То ли им не хватает места. Ну, не знаю я. Ткацкая мастерская. Ну, давайте одного человека сюда кинем в ткацкую мастерскую, потому что там у нас сейчас начнут. Красильщика пока не будем. Давайте его на паузу поставим, красильщика. Ткацкая мастерская, кстати, давайте тоже ее можно пока убрать, человека, и поставить ее на паузу. Пусть сперва уборку закончат. Обжиг у нас идет, все нормально. Потихоньку, не спеша, но свои нужды закрывает. Все окей. Что у нас тут? Тут уже все вынесли. И тут у нас тоже уже все вынесли. Потому что у нас ягоды тупо закончились. Ягоды-тыгоды. Мы их не ставим на паузу. Почему? Потому что у нас есть вот тут, смотрите, огород. Огороды трав. То есть на заимке еще собираются травы. Травы для чего нужны? Когда у нас большее количество людей, начинаются всякие болезни и прочее, и прочее. Так, стоп. Что тут за ругательство? Замечен лагерь разбойников, армия феодала. Где лагерь разбойников? Вот он. От нас далеко? От нас недалеко.
Ну, ребятки, святое дело, так сказать, пойти и накостылять разбойникам. Вы как думаете? Пока у нас еще август месяц позволяет. Так, сбор войска, давайте. Попытаемся опередить. Так. Собрать под наши знамена всех, кого можно собрать. То же самое собрать. Давайте собираемся. А где наши вот эти ребята? Собираются. Отлично. Ну давайте, давайте. Нам бы еще лучников, но лучники, как говорится, все впереди. Собираемся, собираемся. В любом случае, даже если где эти наши соседи, которые собираются атаковать их, если они их и атакуют, наши соседи, мы с вами, я их не вижу пока, вон они уже в пути, мы попытаемся их опередить, хотя бы догнать. Так. Давайте, 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 ребятки, быстрее, быстрее, быстрее. Собирайся, собирайся быстрее. Давай, 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 дружина, где ты там бежишь? Давайте, 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 давайте. И быстренько. Сейчас беглым, беглым шагом. Да елки-моталки, куда ж ты перебросила меня? Что-то я в амбаре оказался. Очень быстро. Вот, 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 где наши бандиты? Где лагерь? Вот. Давайте, ну хотя бы сюда. Погнали. Быстренько. Попытаемся, если не повоевать, но хотя бы успеть. Хотя бы успеть ограбить. Потому что повоевать можем и не успеть. Судя по всему. Кстати, интересная вещь. В прошлый раз, когда я хотел так повоевать с бандитами, серия, которая не вышла, мы добежали практически до лагеря, они нам побежали навстречу, а потом увидели соседей и развернулись от нас, побежали к соседям. Вот такой вот парадокс. Так, большой амбар готов. Супер. Супер, большой амбар готов, это хорошо. Нам нужно успеть повоевать и вернуть наши войска обратно, чтобы они могли в октябре, по-моему, да, в сентябре по чуть-чуть уже работать. Да, нам тут, конечно, в идеале больше бы людей. Так, спахивает землю без плуга. Спахивает землю без плуга, ждет, ждет. Чем они занимаются, да? Обработкой земли вот это занимаются, я понял. Люди, что тут делают? Спахивает без плугов, спахивает без плуга, я понял. Тут то же самое, я думаю, да? Люди. Проживающие семьи. Тут никто не живет. Тут никто пока и не живет, ребятки. Вон в чем дело. Ну ладно, приедут. Посмотрим, пока на 7 месяцев запаса еды хватает. Как будет дальше, этого еще будет видно. Так, ну что вы движетесь? Где там соседи? Давайте ускорим процесс. Где наши соседи? Вон они. Они двигаются вообще или стоят? Тоже двигаются. Ну, они, наверное, быстрее нас придут. Хотя не факт. Хотя не факт. Не факт. Мы как бы тоже довольно активно двигаемся. Доступные наемники. Ну, наемники пока подождут. Пока подождут. Прибыла новая семья. Ну, отлично, отлично. Ага, еды чуть меньше стало, я понял. Сентябрь месяц пришел. Так, началась страда, короче, началась. Стоп. Раз началась страда, мы тогда делаем следующее. Переходим в наш лагерь. Ой, это не тот лагерь. Тот лагерь у нас вот здесь. Вот. Переходим в наш лагерь. Открываем нашу житницу.
Наша житница вот она. И закидываем сюда полностью всех до максимума. Все, теперь они сейчас пойдут заниматься именно вот нашими вот этими сельхозхозяйственными вопросами. По уборке. У нас даже один человек еще остался. По идее так. Так, сейчас война пройдет. Наши военные заслуги, надеюсь, будут оценены нашими, так сказать, жителями. Бегите, бегите, давайте, давай, нормально, нормально. Так, тут вы немножко отдохнете, чуток буквально. Совсем кропаль. Для того, чтобы опять марш-бросок, мне нужно, чтобы эти ребята вышли куда-нибудь. Собрались и отсюда куда-то пошли. Или на нас напасть захотели, или на соседей, на вот этих. Потому как сюда тоже приближается небольшая армия. Да, игра сохранена, это хорошо, автосейв. Ну, у них такое вооружение, как бы мечи, дубинки, плюс-минус как мы. Ну, такие ребята, такие. Ладно, сейчас увидим, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Вот же ж разбойники. Так, где тут мы? Давайте, наверное... А давайте-ка сделаем по-хитрому. Давайте сюда. Нападут, если на нас. Если вдруг нам придется отступать, чтобы мы отступили. Да, вот что-то они такие задумались, все призадумались. Да, все, на нас вышли. Отлично. Отлично, вышли в нашу сторону. Давайте сюда. Два подразделения по 18, да, у них? Или всего 18? А, их типа всего 18. Но там есть лучники, вот в чем проблема. Доступные указы, я понял. Ну, сейчас, подождите, немножко нам не до этого. Они прям рядом так с нами, да, уже? Прям очень рядом. Ну ничего, мы сейчас к этим подведем. Мы сейчас подведем к этим. Сейчас станем на дороге. И дождемся, пока они придут. Слушай, как вам такая стратегия? Я просто не хочу своих людей потерять. Ну, может быть, не всех, частично, но все равно это будет потеря. И это будет все равно потеря. А еще хитрее. Мы сейчас... А ну-ка, смотрите, мы сейчас вот так их обойдем. Вот так просто, по дуге. Они, по-моему, не ко мне даже идут. Они, по-моему, сагрились на вот этих вот ребят. Они, по-моему, даже не ко мне идут. Сейчас мы проверим. Давайте сюда, и сейчас мы тут все и увидим сразу. Если они сейчас только повернут вот сюда, по диагонали, тогда они ко мне. Нет, мы сейчас сразу поворачиваем в сторону лагеря. Да, они, по-моему, не ко мне, ребятки. Их вот заинтересовала эта бригада там, которая вверху идет. Да, да, да. Поэтому мы сейчас поворачиваем сразу в сторону ихнего лагеря. Все, пусть они там воюют. Мне пока нужно сохранять максимально свои войска. А эти могут... Уже, кстати, началось. Уже, кстати, началось. Вот они, разбойники. Да, не добегите, ребята. Не получится вас добежать. По-нормальному. А, нет, даже атаковали, посмотрите. Посмотрите, они их даже атаковали. Ничего себе. Ну, количество бойцов, конечно, у них меньше, поэтому им сейчас наваляют.
Да, тут, конечно, сейчас... Им сейчас, скорее всего, навалят. Будет прикольно, если вдруг победят разбойники. Это, конечно, будет эпично. Да, хорошо так стоят. Ну, смотрите, стоят так прям не на жизнь, а на смерть, так сказать. Борются, прям борются. Ага. Все, да, я понял. А куда они, куда они ломанулись? Не ко мне ли? Ладно, ребята, уходите, 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 уходите. Уходите. Так, отправьте ресурсы в ближайший город, в мою сокровищницу. В сокровищницу отправляйте. Нам придется, если вдруг наемников нанимать, чтобы мы быстро могли нанять наемников. И потом нормально повоевать смогли. Так, все, ребятки, вы, короче, молодцы. Топаете вот сюда, где у нас там центр города, вот сюда топаете все. Да, у нас там зона пустует, это я понял. Но мы пока еще... О, какие молодчаги, посмотрите, пока мы там воевали, что они сделали. Они собрали почти все на полях. Поле пшеница. Ячмень будут засеивать на это поле. Это будет второй год под паром. А вот это вот сейчас соберут, когда это в принципе, вот то, что ячмень, пшеница, вот здесь под паром, да, а это третий год под паром, да. Второй год, третий год, а это будет первый год под паром. Все, сейчас соберут здесь, и мы поменяем, получается, третий год, ну, как бы, культуру перенастроим. Сейчас вот эту сейчас пусть соберут, мы сделаем первый год под паром, второй год ячмень, третий год пшеница. Давайте я даже сейчас ротацию культуры беру, вот так вот. Пусть соберут вот это вот дело все. Так, куда они ее отправляют, куда-то сразу приносят или куда они одевают ее? Житница, амбар, ну, давайте общие сведения. Вот они ее собирают, но они же куда-то его девают, эту пшеницу, эти люди. Не в себя же они ее засовывают. А ну-ка, ребятки, дайте я посмотрю на это эпичное зрелище. Ну вот они типа срезали все. Молодцы. А разгружайте туда вы все это теперь. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Куда вы все пошли? Пошли полем заниматься, да, получается, следующим уже? Ага, вот это получается стоги вот этого чего убирать надо, да? Так, а кто уборкой занимается? Давайте на всякий случай я сделаю следующее. Я просто не знаю, правильно я неправильно делаю. Где вот этот большой амбар? Я сюда еще одного человека хочу поставить, даже двоих. А одного человека я уберу с житницы. Давай, житница. Я просто не знаю, правильно или неправильно это будет. Все, 3 человека сюда. Чтобы они быстренько собрали. Идут дожди сейчас. Чтобы они быстро вот это все убрали. Это первое. И второе, что я хочу сделать, это вот это поле, как мы говорили, пшеницу убрать, а оставить под паром. Поставить ротацию культуры. Ну все, ячмень, пшеница, да, как мы и планировали. Как мы и планировали, да. Пшеница под паром, потом лен. Здесь пшеница, ячмень под паром. Ну, посмотрим. Посмотрим. И в амбар. А можно сюда дополнительно еще добавить семью? Не, семью не будем пока. Лошадь сюда нельзя, да, добавить. А подождите, убрать отсюда. Мы же, что, мы его выбирали. Все, убрать отсюда. Торговый этот лоток. Так. Что происходит? Что происходит?
Ага, они сносят в житницу. 11 снесли уже зерна. Вот они, наверное, сейчас будут потихонечку переносят в житницу, да, так понимаю. 12, 13. Ну, блин, что-то как-то очень мало. Очень мало, ребят. Прям очень. Я, честно говоря, вот не знаю, насколько... Кто приносит сюда в амбар? Так, здесь ничего не хранится, я понял. Значит, тогда вот так сделаем. Пусть опять в житницу идите. В житницу. Раз тут ничего не хранится. Кто у нас занимается переносом вот этих самих колосьев? А ну-ка. У нас тут есть что-нибудь такое? Ларек с едой опять. Ага. Что мы тут храним? Ну вот мы здесь можем рожь хранить, да? Можем пшеницу хранить. Можем уже сразу это хранить, я понял. Странно, как же правильно сделать? Ой, ребятки, не знаю, честно, не разбирался с моментом еще. Тупо не знаю. Тут у нас ничего пока не хранится. Люди пытаются, что-то тут ходят, гуляют. Сентябрь месяц. Ну, попробуем что сделать. А, я знаю, в чем может быть прикол. Где мои военные? Все, ребятки, по домам. Распустить отряды и идите занимайтесь. Вот у нас в чем, кстати, проблема. Хорошо им пришли, успели прийти. Все, сейчас все вернутся к своим работам. И, скорее всего, эти ребятки как раз закроют эти позиции. Супер. Что у нас тут не хотят? Хозяйство, понятно. Хозяйство. Что у нас по еде? 6 месяцев. Ну, так себе, на троечку. Прошлый месяц я заходил чуть-чуть лучше. Чуть-чуть лучше. Но у нас не было запасов вот этих культур всех. Вот этих культур. Тут, в принципе, уже 27 накидали. Ну, вы посмотрите, уже 27. То есть сейчас закончат перенос. И потом, наверное, будут уже самообработку производить. Так, и у меня там было, если я не ошибаюсь, возможность указы давать. Охотничьи угодья. Указ подписан. У нас идет зима. Все, теперь будет охотничьи угодья. Посмотрим. К зиме пусть быстрее восстанавливаются наши животные. Придет лето, там уже сможем дальше собрать ранний урожай. Не надо собирать ранний урожай. Делайте как положено все. А вот здесь, что мы сюда не можем? Удобрение. Ага, я понял. Пока не можем. Ну, плуг, мы, к сожалению, не можем плуг с вами пока запустить, потому что у нас он не изучен, а у нас нету с вами еще одного уровня. Вот у нас плюсики, все в плюсике, отлично. Так, эта печь пока стоит, мы у нее человека не ставили, а эта печь, один человек есть, и уголь немножко угля есть, да? Но пока нечего там, подождите, что это у нас стоит, прохлаждается кто-то. А, ну он не прохлаждается, все нормально. Ягоды, по ягодам у нас люди работают, а вот травы пошли, видите, 13 трав. Тут ничего вообще нету, почему нету, что у нас с травами тут ничего не ясно. Или он на паузе? Да нет, не на паузе, все нормально, один человек. Ну, возможно, понес травы. Кстати, церковь можно еще одного поставить, служителя церковного. Не знаю, насколько это эффективно. Ну, сейчас нет никого свободных, сейчас все в полях. Поэтому мы, к сожалению, сейчас ничем тебе не поможем. Они сейчас, получается, перенесли сюда в житницу все наши припасы, практически. А нет, даже не практически, еще все целое стоит.
Носите быстрее, ребятки, носите быстрее, пожалуйста. Или как вы это делаете вообще? Полная житница народу. Что-то тут пособирал и пошел, да? Несет груз пшеница. А, я понял. Все, они подошли. Вот давайте посмотрим. Типа наклонились, взяли. Давайте глянем. Вот они подошли. Оп, наклонился, взял. Вот он подошел. Смотрите, оп, типа он взял. Механики просто нету. И все, он пошел теперь переносить обратно. Вот он пошел туда переносить. То же самое, подошел, взял. Оп, подошел, типа взял. Ну, больше похоже, окна положил, но взял. И все они теперь потопали обратно в житницу. Ну, хорошо. Все, пусть занимаются, я им мешать не буду. Тем более у нас одно под паром будет поле, два. Это у нас будет второй год ячмень. Будут делать. Это у нас будет второй год. Вот это год будет под паром стоять, да? Второй год, да, под паром. Это у нас будет поле. Второй год. Второй год ячмень. Тоже ячмень получается? Ну, тоже ячмень. Или лучше нет, давайте пшеницу поставим. Второй год пшеница. Третий год будет пусть ячмень. Вот так будет. Все есть. Здесь мы более-менее разобрались. Огороды по чуть-чуть нам что-то там еду какую-то дают, но очень-очень слабо пока. Но с помощью них мы все равно выживаем. Здесь тоже засеяно более-менее. Требования не выполнены. Запас одежды на рынке, да. Вот здесь приехали. О, начали ребята работать. Ну, поздновато, конечно. Но лучше поздно, чем никогда. То есть в следующем году уже будут потихоньку работать. Наша задача теперь, следующей возможности будет плуг изучить. Плуг изучается у нас развитие. Вот, тяжелый плуг. Вот это нужно будет нам изучить для того, чтобы ускорить процесс. Побыстрее все это, чтобы шло. Ну и потом дальше будем доспехи изучать, деловые навыки изучать. Ну, всякое такое. Иностранные поставщики пока изучать не будем. Но у нас пока нет очка развития для того, чтобы это все правильно изучить и настроить. И давайте посмотрим, что у нас. Мы подходим к зиме. У нас 28 бревен есть, досок много, камень есть, немножко инструментов есть, черепица. Что у нас тут? Дрова есть, уголь есть. У нас, как обычно, проблема только по еде. У нас яиц мало, в основном одни ягоды. Сейчас пойдет хлеб, плюс ко всему еще. У нас пшеницы 296 пшеницы есть. Сейчас будет процесс переработки и что-то придумаем. И нам нужна льняная ткань. Я думаю, можно будет попробовать ее, может, завести немножко. У нас в принципе денег нормально позволяет. Где наша фактория? Я ее все время теряю. Где-то она, где-то вот здесь. Пункт торговли скотом, вот фактория. Заказать лошадь. Давайте, наверное, 30 монет. Давайте лошадь. Есть. Размер заказа на скотину. Фактория. Ну, хорошо. Хорошо. Да, мы вывозили пшеницу. И возили доски. Не, мы вывозим, подождите, торговля. Не, пшеницу мы возить не будем. Куда? Пшеница возить. Пшеница, или пусть возят. Давайте сделаем так, пусть они пока не трогают пшеницу вообще. А вот лен, ячмень, рожь, лен можно возить. Подожди, давайте посмотрим, чем можем продавать. Льняная ткань 14 монет стоит. Травы, да, можно. Железные слитки, воск, соль, глина, пряжа, дрова. Ну, дрова, видите, продавать вообще ни о чем. Краски можно продавать, кстати. По 4 монеты. По 4 монеты. А крупные торговые наши сделки, это кожу можно, древесный уголь можно, 125. Давайте древесный уголь, а?
Давайте древесный уголь, наверное, запустим. Торговый путь. Есть. Учредить торговый путь. И мы теперь его будем, обоюдную торговлю поставим на уровне, ну, на уровне 150. Вот давайте на уровне 150, наверное, да? На уровне 150. Так. 150 пусть будет. Даже 170 оставлю. Вот 170 пусть будет. Обоюдная торговля. Типа возить, вывозить. Не будем поглядывать на это дело. В принципе, уголь нормально стоит. По дереву у нас все нормально, да? Вот. Досок у нас с головой хватает. Доски вывозятся потихоньку. Черепица. Не будем пока ее трогать. И меня интересует дополнительно еще нам бы прикупить. Вот, 17, да? Не ввозить написано. Ну, если что, будем с помощью наемников отбиваться. Зерно мы пока не будем. Травы есть, но я их оставлю. Соль, глина, пряжа. Ну, глина, в принципе, ввозить. Вот краски. Меня интересуют, в принципе, краски, да? По 4. По 4 соль, по 4 краски. А крупные у нас поставки — это кожа, древесный уголь. Ну, давайте углем будем заниматься. У нас дерева много. Будем им заниматься. И железные заготовки меня интересуют. 120 стоит, да? А, у нас уже денег немного осталось. Печалька. Железные заготовки. Это мы потом в дальнейшем там оттуда будем, да, брать, получается. Льняная ткань, тоже 120. Мука 90. Мука никто ничего не продает, не покупает, да? Странно, ладно. Почем рыба вообще? Рыба по 13 вывозить. Ягоды мы вывозить не будем, 100%. Я предлагаю, кстати, ягоды ввозить. Не вывозить, а ввозить. И потом с ягод можно будет делать краску, а краску вывозить. Правильно? Мастерская красильщика, да, наверное, правильно. Ткацкая мастерская тоже пока на паузе. Да. Ткацкая мастерская, нужен лен. Вот торговый путь льна мы сейчас с вами и откроем. Для того, чтобы возить и свой потом перерабатывать, то же самое было нормально, да, и вывозить уже потом готовую одежду. Наверное, так, сейчас посмотрим. Торговый путь, это не тот. Фактория. Торговля. Давайте посмотрим сейчас по поводу льна. Сейчас микрофончик поближе. Лен возить мы не будем. Пшеница у нас есть, но мы не торгуем. Все хорошо, пусть перерабатывается. Нам нужно посмотреть, что у нас крупные торговые пути. Ладно, эти пусть будут. А вообще, вот если брать и ввозить к нам сюда, лен, да, я, по-моему, говорил, лен. Да, лен по 12. А крупные торговые пути мы сможем какие-то устраивать? Конкретно здесь мы не можем, да? Здесь крупные торговые пути тоже. А, это все, в принципе, крупные торговые можем делать. Плащи. Обувь можно, инструменты. L можно, крупный торговый путь. Да, инструменты вот, тоже. Одежда. Ну, тогда ввозим лен. Я думаю, так. 60 монет стоит. Я думаю, открываем торговый путь. Учредить торговый путь. И давайте будем ввозить сюда лен. Ну, пусть будет 5. Пусть будет 5, посмотрим. Давайте сюда его пока возить. А там покажет, время покажет. Как только лен появится, мы сразу увидим по минусам. Минус 24 вот пришло, минус фактория, ага.
Что-то прибавилось, что-то убавилось. Лен появился или что у нас там прибавилось, убавилось? Да, появилось два льна появилось. Ну, раз появился лен, тогда, соответственно, нам уже можно запускать. Где наша ткацкая-то? Ткацкая мастерская. Все, запустили. Ткацкая мастерская, по идее, сейчас должна начать ткать, работать, да? Что она у нас будет делать? Шерсть и лен. Пряжа, да? Шерсть мы, по идее, совет сможем делать. Но овцы стоят очень и очень дорого. Муторно ими заниматься. Овцами, вот в чем прикол. Так, что здесь? Вы же перенесли или еще тягаете? Эти еще бедолаги носят. Здесь у нас процесс идет. Не идет. Почему не идет? Зерно. Так, а зерно производится где? Может, зерно типа в житнице должно производиться, да, материал? А ну-ка. Люди, несет груз дополнительно. Так, общинная печь. Ну, я пока еще не ставил ничего, поэтому она не может производить. Тут у нас... мы же ставили тут ягоды. А что ягоды поставили? Ягоды тут не надо хранить. Это я ягоды с травами перепутал, наверное, да? А, нет, все правильно я сделал. Я ягоды поставил потому, что если будет переизбыток ягод, то чтобы сюда их могли принести. И теперь уже можно это убрать. Все, окейушки. Так, ребятки. Ну, процесс потихоньку запущен. Людишечки наши бегают, занимаются, вроде бы как. Таскают потихонечку сюда в житницу припасы. 139, 140 уже. Отлично. Я так понимаю, в житнице потом пойдет процесс непосредственно переработки в зерно, да, превращения. Потому что я других вариантов как бы не видел нигде. Здесь у нас бревнами тоже занимаются. Но другое дело, что они не успеют засеять. Я так вижу это дело в следующем году. Потому что они таскают это дело. Все никак не притаскаются. Так, а тут чего у нас? Ну, у нас как бы на всю мы катушку вкалываем, полностью работаем. Еды должно, в принципе, хватить. Я просто первый раз, когда это все делал, я без понятия, как это правильно было делать. Все это делали с первый раз. Вот, уже второе поле заканчивают переносить. Октябрь, правда, месяц. Все, типа второе поле перенесли, да? Ребята, когда вы будете засевать поля? Давайте засевайте поля, мне уже страшно. Мне уже, блин, страшно. 185. Тут так рядом. Короче, им вол нужен по-любому. Сюда нужно, как появится возможность, чтобы вола сюда нанимать. Потому что у нас вот еды как бы мало. 5 месяцев еды. Ну это ни о чем. Но здесь ближе всего, по идее, они быстрее всего сюда перенесут все это. Да, вот они довольно активно все так забегали, засуетились. Забегали, засуетились довольно активно. Я, наверное... я с пекарни, ну толку, я с пекарни человечка уберу, а толку никакого не будет. Это надо сделать еще одну житницу можно. Чтобы количество людей просто увеличивать. Но у нас теперь будет 2 поля все время, не 3, а 2 поля работать всегда. Одно поле простаивать. Поэтому в этот раз, как бы, может быть, и не надо будет настолько сильно заморачиваться. Уже 238, ну нормально. Хорошо так запаслись. Приближается зима. Ребята, я понимаю, и мы не успели нифига засеять поля, судя по всему. Поэтому на вот этих вот запасах нам придется прожить 2 года. 2 года, и будем и дальше продолжать ввозить как бы зерновые культуры. Дальше будем, наверное, ввозить. Я так вижу, они не успеют.
Не успеют тупо это сделать. Ладно, пока у нас все это приближается, давайте посмотрим, что у нас по хозяйствам, по нашим домовладениям. Ну, кстати, вот зима приближается, а вот на огородах кое-где овощи как бы растут. Да, они с запозданием там засеяли и все это дело, но тем не менее как бы, дела идут каким-то образом. Так, тут пока ждем. Корчму можно увеличить будет потом до большой корчмы. Что-то им там не понравилось. Когда у поселенца присоединились родные... А, все понятно. Так, где у нас был первый уровень? Все, кстати, здесь мы можем ставить паузу. И здесь аналогично мы можем то же самое ставить паузу. Все, ребята закончили процесс. Так, и житницы тут вкалывают вовсю. Да, вот начали обрабатывать поля. Слава богу, начали обрабатывать поля. Да, отлично. Собрали весь урожай и начали только сейчас обработку. Это поле сейчас они сделают, но засеять они его, засевать его не будут. Но они не успеют, наверное, обработать все поля, к сожалению. К сожалению, они не успеют обработать все поля, потому что поля реально большие. Если был бы вол, конечно, было бы побыстрее, повеселее все это прошло. Но сейчас у нас вола этого нету. Поэтому будет, ну, как-то так. Меня интересует вопрос первый. Тут у нас куры, все нормально, запас одежды на рынке. У нас типа вот не выполняются требования, короче, нужно больше одежды. Вопрос первый. Все нормально, заработала ли эта мастерская? Резерва нету, короче, резерва люди. Ждет, 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 ткач ждет. Я понял, что ткач ждет. Я не могу повысить пока еще уровень никакого из наших селений, поселений, да. Для того, чтобы включить, хотя в принципе могу, но он уже, сейчас они все распределены у меня второго-то уровня. Куры и все занимаются едой. Поэтому мне не хотелось бы их перенаправлять на непонятно что. О, тоже куры. До второго уровня делаем. Пусть делается. Все. Тут хоть что-то соблюли. Пивоварня, кузня, первый уровень. Пока нельзя. Понял, что у этих ребят. То же самое, запас еды на рынке. Им что-то не хватает на рынке. 2 видов еды, да, не хватает им. Запас еды на рынке, запас еды на рынке. Да, запас еды на рынке, а ты, по идее, должен работать. Ну что ж, да, одно поле они все-таки успели. Вот они сейчас занимаются вторым полем в ноябре. Активненько занимаются. Но до декабря им еще одно поле нужно обработать, вот это. И потом только начнут засев культурами. Это нам как бы прям ай-яй-яй. Это прям нам ай-яй-яй. 271 зерновых. Они начнут тут обработку, я так понимаю, только после того, как разберутся с полями. Обработку здесь именно. Именно тут обработку. Ну давайте, посмотрим. Нам-то деваться некуда, по сути. Работают, работают. Ух, сколько разноцветненькие все такие, симпатичненькие. О, не, пошли сеять. Молодцы. Молодцы, хотя бы это поле пшеницы успейте засеять. О, хозяйство построили второго уровня, отлично. Отлично, давайте сейте хотя бы это поле, засеять успеете. Это поле вообще как не обработано, да, стоит? Или это под паром будет стоять? Поле ячмень. Они его тоже засеяли. Все, а вот это как раз под паром, да? Да, все отлично. Они все поля обработали, теперь все ломанулись, я надеюсь, на переработку. На переработку, да? Да, вот начало уменьшаться, я вижу.
Да, пошло дело. Начала уменьшаться пшеница и начало появляться у нас зерно. Все, супер. Давайте уберем с одного человечка, уберем. И где наша мельница? На мельнице начало появляться зерно. Соответственно, мука будет появляться, да? Где наша печка? Все, иди занимайся на печке. Заявлено притязание региону. Заявлены притязания к региону. Я понял. Прибыла новая семья. Да, видите, в этом году, ребят, не получилось нам еще с новым регионом потягаться. Но мы наладили еду. Мы теперь точно знаем очередность, как у нас проходит по полям. То есть по полям у нас все налажено уже получилось. Соответственно, в житнице у нас с вами вначале идет сбор. А потом... О, а ну-ка, новая механика. Ну-ка, новая механика, а ну. Вначале собирают, все складируют, все занимаются полями. Когда на полях вроде делать нечего, гляньте, муку понесла, да? Вернее, зерно складируют. Вот. А там вовсю работают, гляньте, а? Оп, зерна загрузил мешок. И понес. Все, там вовсю ребята работают. Этот приехал с тележкой. Чувак, где он там с телегой ехал? Что взял, собрал. А нет, стоп. Вот он понес. Смотрите. Взял зерно и куда-то поволок. А поволок он на мельницу, скорее всего. Давайте проследим. Вот, да, на мельницу он принес зерно, а этот с мельницы несет муку. Да. Да, вот он понес зерно. Супер, вот еще один понес зерно. Ну, отлично, дела пошли, ребят. Еще несут зерно. Все, супер. Потихоньку дела пошли. А это идет уже с печки напрямую. Вот он пошел за мукой. Да, я так понимаю, это он с печки, правильно? А ну-ка, покажись. Давай посмотрим. Новые механики, интересно всегда посмотреть. Да, вот он подошел, взял мешочек, оп, с мукой. И по идее он пошел сейчас к печке, сейчас будет печь. А вон наши, я смотрю, издалека идут торговцы, судя по всему. Да, деревня ожила, деревня потихонечку оживает. И вот он сейчас пошел к печке. Сейчас будет. Наверное, это... Да, это он. Да, все верно. А ну-ка. Оп, закинул. Все, и пошел хлеб делать теперь. Ну, красава. Красавчик. А ну-ка, зашел, взял муки там, что-то, зерна, а дальше пошел. А, еще пошел. Ну ладно, занимайся. Короче, понятно. Понятно, что он будет делать. Потихонечку развиваемся, одним словом. По чуть-чуть дела идут. Ребята, пришла зима, но мы как бы не отчаиваемся. Что нам отчаиваться? У нас тут полный закрома зерна. У нас тут просто капец, гляньте сколько. 169 пшеницы, 16 у нас зерна. То есть сейчас ребята эти будут заниматься, 10 уже мололи. И где наша с вами еще? Так, вот здесь, да, по-моему, еще одна пекарня. Вот она. Все, пошел хлебушек, видите? Пошел хлеб, ребятки. Запас топлива есть. Человек пошел, все, пошел у нас хлеб. Это прям не может не радовать. Давайте еще одного человечка на муку кинем. Чтобы побыстрее перерабатывал. Ну, чтобы не было там порчи, еще чего-то такого. Правильно? И давайте я еще одного человека закину на хлеб. Давайте побыстрее. Один будет таскать, другой будет типа хлеб производить. Супер. Дела пошли. Дела, ребята, пошли. Постепенно, не спеша, понемногу мы с вами разобрались с механикой еды. Мы посмотрели, как делать большие теперь поля вот такого формата.
То есть берем, делаем. Я поэтому еще на рогать по всему сниму, ну, чтобы было детально именно этим. Вот еще поля растут, еще до сих пор еще не убирали. Ну, тут капуста, надо такой урожай, долго растет. Здесь у нас печка, все окей, работает. Тут все, деревья у нас как выращивались, так и выращиваются. Все, думаю, будет хорошо. Ну и в следующей серии займемся уже непосредственно с вами вторым нашим участком земли, вот этим. Я думаю, начнем здесь уже с вами ковырять потихонечку и производить какое-нибудь оружие, литейные мастерские и прочие, все эти вещи будем делать. Угу. И, конечно же, еще у нас есть залежи соли, еще можно соль добывать. И соль делаются колбасы. То есть мы там овцами позанимаемся, попробуем, что она будет, что и как. Ну и уже в следующую деревню попытаемся делать более-менее по фэншую. Что ж, ребят, с вами был Феникс. По-моему, классная серия получилась. Думаю, будет всем интересно. До новых скорых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока.